Руководитель отдела маркетинга Александр Бечин. Так, друзья, всем привет. Ну что, наша новинка Ставр. У вас на обзоре мотокурс все расскажет по-честному. Попробуйте обязательно. Ну, как говорит господин Масляков, мы начинаем снегоход. Почти все собрались. Ребята, наши подписчики, арендовали прицеп, поставили вчера ночью фаркоп, чтобы до нас добраться. 304 километра. Полный бак. Засекаем расход, ребят. Хотя расход на снегоходе — это большая условность. Естественно, зависит от снежного покрова, от его состояния, от манеры и так далее. Но тем не менее, какую-то среднюю попробуем понять. Какой вопрос? Покупка на следующий год. Однозначно вон стоит. Ставр? Да. Уже прокатились? Сань, Да. Я включусь. Уйди, не трогай меня, я включусь. Я сейчас буду говорить, мне неудобно, когда мне в ухо что-то говорит. Ну все сказал? Нет. Очень, да. Ставр. Он на удивление рулится лучше, чем даже Тунгус. О, И при этом, конечно, там мотор нормальный стоит и все там. Ну, удобно на нем сидеть. В целом чувствуется уже более Классная вещь, собранным, да. целой вещью. он Жалко его. тоже катнул уже. Да? Тоже зашел. да, я А мы видел, можем тоже сейчас капотик, да, отличная открыть нам? Александр у нас владелец Тунгус 600, да? Да. Расскажем о нем. Ну давайте. А вот, кстати, представители компании Ирбис Мотор, чтобы вы знали. Да, я понял. Сейчас я вас всех Я уже познакомлю. плачу Ярославле сейчас Вот начну. тоже представитель компании Ирбис Моторс. Валентин, Да, привет вы всем. готовы сегодня держать удар? А что, удар кататься, наслаждаться природой? Как давно Александр владеет? Ну вот в начале декабря был куплен. Вот, на этот сезон. Какой Проехали. пробег? 400, наверное, сейчас посмотрим, 470 километров, наверное. 370 километров. 470. Сейчас посмотрим. Да. 460. Да, 460. Есть. Были какие-то вопросы с ним? Что, как, нравится, не нравится? Но в целом идейно очень интересный снегоход. Я искал, ну, он, во-первых, бюджетный, во-вторых, четырехтактный, тяговитый. Не особо быстрый, но проходимый. По Пухляку ездил вообще без вопросов, по пояс. Проезжает вдвоем. Все здорово. Но вот с надежностью, конечно, были вопросы. Сначала отломал амортизатор передней гусянки. Вот. Это, кстати, модель доработана. Это 20-й год выпуска. Тут уже много доработок заводских. Тут и продольная тяга вариатора, и другие катки, один амортизатор, тут другая усиленная рама двигателя, другой глушитель, другой впускной фильтр. В общем, это вот уже доработанный вариант. Вот. Но в итоге, как бы, из серьезных поломок, это вот, ну, был амортизатор на 150 километрах. Потом на вот буквально 20 километров назад сломался вал, ведущий вал коробки передач, он длинный здесь стоит. Ага, приводной. Да, приводной вал, да, но это известная достаточно проблема, очень свернуло его, пришлось эвакуировать. 2,5 часа на нем на УАЗике с цепями ехали на поле, вот, и чтобы оттуда его вытащить. И когда я его менял, разбирал, вот спасибо, кстати, Дмитрию за помощь оперативную, что вал нашли. Оказывается, это как это, секретные такие детали, дефицит, как я сразу вспомнил советские годы, как и надо было запчасть искать, днем с огнем, где ее найти. Да. Вот. Так, друзья, на канале есть мой обзор на Тунгус. Я его называю обзор ACDC, там куча дизлайков, куча вашей злости. Что такое? Включил тут музыку, нам врубил, ничего не рассказал и так далее, так далее. Каюсь, был молодой, неопытный. Вот сегодня у нас Тунгус 600, его владелец Александр. У нас 500-й Тунгус, у нас Дингари. И я надеюсь, я смогу компенсировать вам ваше недовольство. Сегодня мы их покажем, расскажем попредметней. Когда мне его продавал дилер, мне предложили услугу посадить на резьбовой герметик там основные соединения. Я, наивный чукотский юноша, согласился, и, в общем, когда я его получил, у меня все капоты были зачем-то посажены на лактай, а там эти закладные пластмассы, я до сих пор матерюсь, когда разбираю, а приходится это делать, к сожалению, часто. В общем, для тех, кто понимает, в общем, у кого это инструмент есть, комплект хороший.
Вот эта вещь, да, Вань? Блин, вот это на следующий год покупки. Сейчас уже смысла нет. Я его на самом деле хотел купить в этом году, но не дождался. У нас сегодня все, что можно. О, хорош. Да. Линкс, всем хорошо известный. Ямаха раздупляха, которая заставила нескольких людей приобрести себе снегоход. Вот такой замечательный снегоход. Его владелец. Да, счастливый обладатель. Счастливо. Это Ice Tier, чего-то там 150, 170, не знаю. В 2016 году не особо было много вариантов, а надо было ребенка сажать на снегоход. Вот приобрели такую штуку, жесткий, дубовый, непонятный. Но стоял 2 года в гараже и завелся. Парадом. Ты на нем едешь. Ага. Петр, привет, подписчики. Ты на СФ-ке сегодня едешь. Наконец понять, что такое легкий снегоход, да? Валентин, на чем поедем сегодня? На Динго, конечно. 2 Дингаря. Это какой год? 14-й. Можно туда к нему? Владелец Динго 14 года Иван. В 2 словах. А в 2 словах, я 2-й раз на нем катаюсь. Нравится? Да вполне, ну как игрушка на выходные, да, отлично. Но главное преимущество, что его можно загрузить в машину, не покупая прицепа, не ставя фаркоп. То есть его загрузил, приехал, разгрузил, покатался и также собрался Ты и так уехал. делал? Прям Да, у меня машина Land Rover Freelander 2, и я разобрал, загрузил, это занимает где-то 20 минут, и все, и также собрать его. А вы сюда его привезли на... Не, мы в этот раз уже привезли прицепы, потому что мы тунгусы еще с собой привезли. Вот это его преимущество, то есть мы почему его продолжаем выпускать? Потому что вот, когда надо, раз в год, там, раз в 2 года, разобрал, загрузил, куда-то увез, отвез, там, не знаю. Ну, я купил его у рыбака, кто увлекался зимней рыбалкой. То есть он постоянно каждые выходные ездил на УАЗике, загружал внутрь. И, говорит, прекрасная техника именно под такие цели. А какие нововведения? Что у нас? Вот это Динго 2021 модельного года, правильно получается? 2021 А это 14-го. Что изменилось? По внешнему виду они очень похожи, но кардинально там новая рама, новая подвеска, новая передняя ходовая. Вот так вот. То есть, но концепцию разборности мы оставили. Рычажная подвеска. Один рычаг, реактивная тяга, рулевая тяга. То есть многорычажная подвеска, как на SF, на тунгусах. На Динго, на старом, там всего по одному рычагу. И когда у тебя по ямкам или по прочему, у тебя лыжи вот так вот отворачивают маленько. То есть он не сильно устойчив на неровных дорогах. Тяжелее рулить. А этот снегоход, у него лыжи все время параллельно с земли, соответственно, более устойчив. У него колея все время меняется на 3-5 мм буквально, при любых неровностях. Задняя гусеничная тоже от SF, от тунгуса по такому же принципу сделана. Из стелса сегодня у нас едет капитан, короткий. Длинный, к сожалению, на обзор не смог попасть. На прошлом обзоре что-то с ним там случилось. В общем, он находится сейчас на восстановлении. Но коротенький, живой, и поэтому короткий с нами на 55 километров отправляется. На SF-ке в каком-то бешеном количестве. Stealth Tower. Сегодня все по очереди на нем поедем. Попробуем максимально рассказать, с разных сторон посмотреть.
себя ведет. Ну, когда не ломается, очень хорошо. Супер, все хорошо. Нормально, да? Не заваливается сильно, я еду. Слушай, я одной рукой вообще управляю. Да, я смотрю, он и крены, и все прям так интересно, вроде гусля короткая. А в чем проблема, когда снимаешь? На тормоз нельзя нажимать. Я врезался. Поймала березку Ямаха раздупляха. Назад не... Понять, чтобы лыжа... Порезься! Не, все, прям поехали. Серый, газ, газ!
Тунгус? Замечательно. Места много. Хорошо, сидеть удобно. Поинтересней? Ну, по сравнению с SF-кой, мне, по крайней мере, больше по душе SF. А Тунгус что не понравился именно вот он? Ну, по вибрации движок как-то, ну, непривычно. Тракторок, да? Да. И не поворотливый. Ну, валки. Капитан как зашел? Капитанову Валентину. Слушай, я его быстро выкопал, но у него угол разворота, это, блин, большой очень. Я привык на Кинге SF-ке быстро разворачиваться. Ага. Не знаю почему. А так, в принципе, есть. Ты попробуй на SF-ке. Сейчас, на новый? Она такая, экспериментальная. А что изменилось? Не расскажешь. Ну, как минимум видно, что новая система. Это я вижу, да, охлаждения. обдуло. А вот по... Серый, ну-ка вот новая SF-ка попробуй, а потом я. Ну, это, грубо говоря, не новая, это прототип. Прототип, ну прототип, интересно. Ну, парнишка сказал, что она поживее прям. Ну, есть поживее. Карбюратор тоже стоит? Карбюратор тоже. Карбюратор тоже. Да, Саш, точно. Надо все-таки на этом, на ставрике. Ага. Вот он. Но неровность это погонять. Есть разница между старой и новой SF-кой, серой? Очень огромная разница, но по мне так Ну, достаточно разница. а в чем разница, Серег? По ощущениям заметил, мне по-моему, что вот это стало легче, вот по моим ощущениям. В маневренной более руль сильнее выворачивается, чем Больше руль выворачивается? да. А я погоняю. Тогда тут как-то краем объезжали, да, на квадрике? Тут все болото, вот это все видишь. Гнилые деревца, это все болото. Вот на этом попрыгать, да. Ты покатал? Ну, вот здесь. По неровностям интересно, как он. Вот на том попрыгать. Ну тот тяжелый, как хорошо прыгает. Устойчивый. У него дури, наверное, больше 100. Сколько у него дури? Да, я попробую. А? 115. Да, это самолет. Ух ты, кренделя. Во. Когда у нас Ирбис Моторс будет производить Линкс? Ставр Сила, Спорт Могила. Слушай, вот линкс надо производить. Мы пока доедем, моторами махнемся. Походу Ирбис электроусилитель руля поставил. Да не, ну шучу, но руль очень легкий стал, реально. Электро. Электро. Не-не, руль чумовой, прям реально очень легкий. Мотор немножко по-другому работает, но он вообще звучит по-другому и работает немножко по-другому. Что-то сделали. Что-то сделали. Что, не скажете, да, вообще никому? Поехали потихоньку вопросы подписчиков. Давай. Первый вопрос. Вы что, сняли SF-150 с производства вообще, не выпускаете? Да почему? Она будет выпускаться вот на осень запланирована. Будет. Она на сайт добавлена опять. Вот та. И ее модернизировали полностью сейчас вот этот аппарат. По подвеске там доработать. Вообще-то они SF-ку никогда и не выпускали. Да. Это фантомный был выпуск. То есть она дематериализовалась откуда-то из параллельной реальности. Появилось несколько, что такие цвета кислотные. Они появились.
раз и все. А Ирбис такой: о, смотри, они ничьи, ну это типа мы сделали. На самом деле это не так. Это все влияние космических вот этих вот волн, радиация. Ну и новый вот этот цвет, вот с красненьким, это прям вот точняк оттуда, потому что обшивка тонкая и солнечной радиации прям просквозила, правда? Да, Сусанин сейчас вырулит. А кто тебе рассказал-то? Переходим к списку вопросов. Вот у меня тут целый. Почему нельзя на Тунгусе сделать капот легко открываемым? Серег, заглуши, а? Раз уж это утилитарник. Чтобы сделать капот открываемым, нужно взять пример Ставра. У них подвеска на телескопах. Получается, они снизу могут сделать лодку, а на лодку накрыть капот. Это все конструкции Ямахи, утилитарных Ставров и Вот прочих. старая Ямаха тоже. У нее все накидано в таз. Ну, у нее, видишь, еще с саблями рычаги. Довольно такая Саблями. конструкция сложная. Почему не можем поставить мотоциклетный мотор по оборотисти? Можем. Но кто будет с механикой ездить по снегу? На вариаторе? Нету на вариаторах нормальных решений технических. Китайцы не делают нормальные, бюджетные и надежные моторы. Либо очень дорого, либо какие-то фабрики, с которыми мы не хотим связываться. Мы работаем с 3 фабриками: Zhongshan, Lifan и Jilang. Jilang — это единственная фабрика, которая... Это не фабрика, это завод, который делает много двигателей. И нам это подходит. Мы уверены в них. А вот связываться с чем-то там, какими-то непонятными... Добро. Почему не реагируете на запросы владельцев техники? На Тунгусе, на валу попросили 100 раз поставить полукольца на вариатор. Решили другим методом. Там вообще будет другой вариатор в следующем сезоне. И там вообще не будет этой проблемы. Подробности потом. Понял. Так. Но вот это тоже 25 заливает. А почему вы внимание не принимаете косяки, которые владельцы вам пишут активно? Так и на основании этих косяков все изменения. То есть принимаем во Ну, внимание? конечно, вот любой Тунгус, который сейчас катается, в нем там достаточно много изменений. Сначала идут тесты, прототипы, потом внедряется в серию на следующий сезон. Мы же не можем мгновенно изменить всю партию. Следующий вопрос. Инструмент с новым снегоходом смешно просто. Рамка и ни одного ключа. Слушайте, вот эти ключи китайские за 100 рублей, они ни о чем. Давайте хорошие в У комплект. каждого мужика, который пользуется техникой, обязательно должен быть инструмент, набор. Свой. Свой. Ну какие ключи? Там один совершенный ключ. На эсэпку ветровик можете нормальный добавить? Можем. Работаем над этим. Молодцы. Большой ветровик будет, как у Тунгуса. Супер. Или больше. Не знаю, посмотрим. Или не будет. Эсэпки. Замена масла редуктора. Крайне неудобно. Можно его поднять, чтобы выкручивать соляную пробку? Костя, что-то можно сделать. Взять Динго купить. Динго вообще разбирается пополам. И вообще никаких проблем Хороший нет с ответ. заменой. Эсэпку ты что, не будем больше продавать? Не, будем. Костя, Ну. о чем мы придумаем с редуктором? Есть соображение? Там ничего не придумаешь. Высасывать. Ну, Высасывать, а что, поднять, приподнять нельзя немножко? Тогда центр проставить? тяжести увеличится у нас. Ну там, понимаете? господи, надо на 3 миллиметра Слушайте, поднять. у редуктора масло меняется по регламенту там на фиг знает сколько тысяч. Да. Как минимум срок службы снегохода у этого хозяина. Заменил один раз и забыл. Все. Зачем его менять часто? В двигателе надо хорошее менять. масло и забыл. Хорошее синтетическое трансмиссионное масло, и вопросов вообще не лучше будет. Декстрон лить. Можно. Так, Матюгас. последний вопрос, и больше не буду мучить. Значит, что с запчастями? Запчастей не достать, доступа к складу нет. На Ирбис пишут, никто не отвечает. У дилеров нет ничего. Проблему решили после Нового года. У нас привезли. Вот ты тоже у нас покупал Да, я покупал. коммутаторы. Единственная проблема, они поднялись в цене. Но тут два варианта. Дешево и нет запчастей. У вас либо сейчас на дорого всю и в наличии. технику есть хороший ассортимент в Ну, Ирбисе. на нашу, которую мы производим, в принципе, Да, можно всё естественно, на заказать. вашу. Да, То есть дилеры могут сейчас с завода заказать практически все и привезти клиенту. да. Все. Ребята, это были вопросы подписчиков к представителям Irbis Motors. Руководитель отдела продаж Капитанов Валентин. Да, обращайтесь. Валь, у вас канистра-то полная или нет?